Доктор Марио еще был. Доктор Марио. Блин. Доктор Луиджи, вот. Вот вообще огонь. Якудза, да, была. Так, начинается ран. Я сразу обозначу ключевую особенность того, что в этом ране будет, почему он называется TimeSkip. Это связано с тем, что в Dead Rising 1 и 2, что неудивительно, есть время, и оно реальное. То есть на прохождение игры у вас есть реальное время, там 48 часов, 24 часа и так далее. Смысл в том, что невозможно пропустить время ожидания, которое есть в игре. То есть сюжетные миссии происходят через какое-то количество реальных часов. И раннеры до релиза на ПК буквально АФК стояли и смотрели на часы в комнате. И ран длился там у первой части, по-моему, 5 с лишним часов, у этой части 3 с лишним часа. И ты буквально в автоскролл играл, где VR решался в последние 40 минут. Поэтому, как только игра вышла на ПК, ее сразу же взяли на доработку модеры и выпустили там сначала через Cheat Engine и связку с лайфсплитом, а потом вообще отдельное ПО, которое позволяет ускорять время. И вот именно в этом заключается суть категории TimeSkip. Мы будем пропускать время, и у нас категория NG, по-моему, да, New Game, то есть без фишек New Game плюса. В общем-то, очень хорошая категория, потому что не надо ждать, потому что ожидание — это ужасно. Right now we're in the prologue. We're going to be going to find our daughter because we just got paid $10,000 to be on the zombie show. There's Amber. She makes fun of us. But we're just going to immediately go to the zombie show. Now, prologue. The whole goal is that you want to be the world's greatest dad. Какое-то зомби-шоу проводится по часам, и как бы победишь в этом шоу, получает много денег. Получает много денег и возможность выжить. Но сейчас мы, кстати, даем себе есть специально, потому что нам надо, чтобы наши надписи умерли тут дольше обороняться, чем просто проиграть. Поэтому нас схватили, он никакой КТ не жмет, в буквальном смысле ожидая, пока главный герой отъедет. И все, начинается основная секция игры, в которой нам надо добывать зомбекс, или как он называется, напомните мне, те, кто помнит полное название. Он нужен для того, чтобы зараженные и инфицированные не превращались в зомби. То есть в игре очень интересно. Вот, внизу справа дочурка, девочка вот эта вот, она заражена, и нужен этот... зомбрекс, вот зомбрекс. Да. И фишка-то у игры довольно клевая в базовой игре, потому что вы должны вот этим менеджментом времени заниматься, искать вот этот зомбрекс. Он иногда нужен каким-то выжившим, и ты должен его отдавать и искать его где-то в другом месте иногда и так далее. То есть много вот таких вот интересных моментов есть в игре. That's truly going to change the route, and I'm so happy for that. The most importantly is I'm about to get a phone call, and for the longest time, I didn't know you can mute the phone. So now you don't have to hear the constant ringing and me just not answering the phone. It's kind of nice, because otherwise it'd just be ring, ring, ring infinitely. Right now, we're going to be getting to the major part of Dead Rising. For Dead Rising runs, we love skateboarding. It's kind of like more of an extreme sports zombie game than anything, so we're just going to punch that glass. He's going to hope his hand's going to be okay. We're going to grab a handgun, and we're going to grab 3 boards. Now, to start with skateboards in this game take about 4 hits on a zombie. Так, берем сразу пачку скейтбордов, потому что это основной метод передвижения для нас. Очень удобно, очень выгодно. It was a weird thing where video games got sponsorships, and this game takes place in Vegas, so I guess they found it fitting. It's not off the record, but it's here, so if you're wondering why that's there, that's why it's there. Anyway, more about skateboards. They take 4 hits. They're also really different from Dead Rising 1 because it's very floaty, if that makes sense. So if you see me boarding a certain way, that is why. We're having our first major fight. These are the looters. They're enemies that will spawn in shops. И первый же бой, который мы встречаем против грабителей, заканчивается перестрелкой. Ну, они пришли с ножом на перестрелку. Типа, всегда побеждает тот, у кого пушка. What I'm going to do now is a trick called ghost boarding. This is found by Pokesol.
a Dead Rising speedrunner. I'm gonna bash that utility cart into the wall, and now I'm just gonna skateboard. And with that, for some reason, we're a ghost now. I ignore everything I just said. We're just gonna skateboard through every zombie in the game. Не, в чате, скорее всего, спрашивали See, про зомбикс этот. Now there is a catch with that. It does only work per instance, so if I load another area, it will drop. If I get grabbed, it will also drop, and if I swap off items, it will drop. We're not sure why it works, but Pokestall did some playing around, just rammed an item in a wall and found you could run through zombies. This works in every version of this game's engine too, so if you're playing like Dead Rising Case Zero, Case West, off the record, it all works. And just off the record, it's not nearly as necessary because you have skateboards that are made out of tanks in that game. For reference between the 3 games, Dead Rising 1 has 3, this game has 4, Dead Rising 2 off the record has like, I think 60? So you just kind of do that infinitely. We're actually having a unique trick with В целом, в большинстве своем в ране мы будем, как ни странно, бегать из-за того, что вот наша дочка, Келли, по-моему, зовут. Кто успел прочитать ее имя, скажите. Она будет нуждаться вот в этом зомбрексе, но поскольку мы раним и скипаем время, мы будем очень сильно использовать игровой момент, что доза там длится сколько-то часов, я не помню точное время. И вот все это время, которое длится вот эта вот доза зомбрекса, мы сможем проводить на основных главах. То есть там появилось вот это вот список дел основных. И это все, что нужно пройти для завершения спидрана. То есть в первой части скип времени не предусмотрен был. Именно вот это важно, что в первой части доработка такая была. В этой части это чуть менее актуально, потому что мне вот больше нравится сама первой части из-за того, что там вот это вот скип времени больше поджимает, то есть там чаще времени. И вот именно из первой части перешло наименование кейса из-за того, что наш главный герой в первой части расследовал дела, а в этой части сделали примерно такой же принцип действия, только заменили главного героя. Так что те, кто играл в первую, узнают вторую, но те, кто играл в третью и последующие, вообще не поймут, почему. Это игры одной серии, если на то пошло. Потому что вроде бы убрали привязку ко времени, все здорово, но основная фишка вот в других частях так пропала, где главный герой мог собрать буквально из всего какое-то оружие. Так что вторая часть, последняя часть серии, в которой мы можем подбирать что угодно. All right, so Natalie, would you like to explain what we're about to do? Sure. So this is going to be a typical escort mission. We just need to get Rebecca from point A to point B, and point B is the security office. Right at the beginning, we're actually going to be doing a little pathing manipulation. I found this at SGDQ last year, and I promptly forgot that I found it. But we're essentially body blocking Rebecca so that we can talk to her quicker, so that she can start. Ну то есть мы, получается, весь ран просто сайд-квест выполняем. Ну, это мейн сюжет, который толкает. Мейн-сайд. Да. Чё ж тут? Набор челленджей, в общем. Okay. It's okay. Well, that was weird. You know what the worst part is? What? I didn't even get the skateboard. It's like all the way over there. Oh, no. Oh, God. Okay. Here we go. Yep, so again, we're just gonna escort Rebecca to the end. We can do that by В общем-то, мы должны grabbing a сопроводить card нашу that's near Ребекку the до конца. end of this area. There's two things that we're gonna do with this card. One, И we're вопрос gonna в том, secure будет path ли for Rebecca, ИИ and two, настроить. we're going to kill zombies with it. By doing Из-за того, that, что we он gather часто experience встречается с and level зомби up и with застревает с More ними. importantly as well, this is kind of a bit of downtime. So two things. One, I'm going to change outfits. Why? It's fun. You get to see Chuck really zoomed in. О, You can see the real. Он сменил наряд просто по And приколу. two, we're kind of just waiting, as you said. Game. Okay. We're waiting, as you said, killing zombies. So before I do one thing, I just want to explain. Cars in this game are weird. You can move at a regular speed, or if you push forward twice, you move twice as fast. So I'm И actually вот здесь swapping the нам keyboard объясняют here a little главную bit while holding механику down the автомобилей в gas этой button on игре. my controller, То, что and, они it sets the сломаны speed. Anyway, из-за welcome того, for, что playing around with zombies. если If вы you feel like едете about просто с обычной скоростью, нажимаете газ, то машина нормально едет. Но если вы нажимаете газ дважды, то она в 2 раза быстрее едет. Это относится ко всему транспорту в игре, так что двойное нажатие ускоряет транспорт существенно. Why didn't I take my vacation 1 week later? Greetings from home. Wait, that's not right.
В One жизни more. так же. Alrighty, $10 from Streetback Guy who says, Какая hello, есть this игра is me наподобие again. Dead Rising, но Just wishing you luck посерьезнее? on the Dead Rising 2 run. The whole Dead Ну, Rising смотря 2 что beat имеется в user виду support. наподобие Dead Yes, Rising, Slappy если is Типа still the игра best про Steam... зомби compared Dying to Light, Psycho. говорю. Yes. Ну да, она немного Alright, серьезнее so и we're gonna be doing a похожа. trick here once again. Чуть-чуть, We're но having a lot of these немного. parts, as you can see, Еще and Dead we're actually Island, waiting for Dead Rebecca Island, because не she'll знаю. just kind of follow us. Но She Dead там knows Island. the line уже to the end. по... There's a minor trick I can do here. I failed this in the practice room, which is incredibly повеселее, minor and just скажем kind of так, shameful in this. So let's see if I get it. I got it. Hey, тематики. she has a really А far вот radius. именно So you just have to серьезно activate это early. Dead And now we're gonna be ghostboarding up. Этот, Dying как он Light. называется? So У right now the Microsoft wall, my game is a эксклюзивная bit игра big. I could have была. taken 3 Две boards, but I decided to части. take one more hit on it, so it's gonna be easier just to ghostboard. Про что там? Just go through them. This also works Там with any RPG game. зомби-выживач. Just you can't swap off of this. State of Decay. Вот. Now we got that. We're Да, gonna be да, heading да. back to the safe house. State of But Decay. first we do Вот have там- a он очень secondary mechanic. похож, As we но said, ограничен. Katie needs her Да. Но чуть Zombrex. серьезнее. Okay. So we're gonna be a good dad, and we're gonna be Кстати, да, gathering ты said напомнил. Zombrex. Есть While we're такая doing this as well, we're часть. gonna be going up Такая here, игра. and we're gonna have something Одна. that's not really known in a lot of Dead Rising games, but State we're of having a Decay. platforming Вот section. если именно похожий It's от really третьего awkward to лица, miss this, by State the of way, Decay. because the, I guess, area you can jump is not nearly as Еще generous as it этот seemed it should be. от So it looked like when Sony you тоже jumping на at ПК a вышел. Days Про Gone? байкера. I think I almost Да, felt that Days one Gone. out. Ну, там Days This is Gone fixing немного off the линейный, а record, I State don't of know Decay why. это именно выживач. Anyway, Ну, there we Days go. Gone We're вроде now как, getting насколько the я gun слышал, Zombrex, там прям which все are just gonna серьезно, be around the map. там We're gonna be grabbing реально 3 in total. типа That's the first of Не, 3. не, And это серьезно. сюжетная игра от today, the Sony. next 24-hour Ну да, cycles. сюжетная Это игра. семейная I драма. think 3 in-game Project days Zomboid? at the Не, case Project opening. Zomboid So that is это... the там- Это, кстати, да, roughly это and true the info serious. in Если one человек note. Again, вкатится в case one's Project obviously Zomboid, the то его easiest one. можно It's like, как oh, бы hey, оставить. you get to meet the reporter Да. character, Он and you заражен. get to kind of just На learn всю жизнь how the хватит. lay of the land works. Зомби Once you Ю. start entering О, case Зомби 2, Ю things Да, really Зомби Ю pick up хорошая, quite a кстати. lot. Да. So Но you gotta это run the тоже Подождите, это немного так, обрыв. где в Also, I Лондоне, give one типа, да? Да, 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 в real credit Лондоне. here for О, Dead Rising 1 and Dead Rising ну... 2. This Ну game там Там от еще is первого каждая смерть это лица... новый герой. Да-да-да-да-да. and other games just have to mash it, which is Ну, not кстати, really the best. перепройти можно, So если there вы is that. проходили. Anyway, we are finishing Интересная up with case игрушка. 1-4 here, and we're going to begin, I guess, entering what could be called as hell for this game. If I'm worried about any cases, it's going to be case. И плюс probably там в 3-3. Зомби Ю That's нельзя the case that really causes the most issues. So if you guys are watching at мочить home, зомби be on the lookout for that подручными one. It's coming up материалами. very Это soon. цитата, если что. Right now that we are on Ticket to Челы из чата. Ride, plot of this game, I haven't really talked about it much. Мертвые не Chuck потеют. Green, Ну, one of именно the подручными funniest, материалами мало где diamond можно их Zombrex почить. Я бы сказал, editors. нигде, кроме как So he здесь. comes to not to Vegas, because this is Fortune City, because Vegas got blown up in the real world for this. And as a whole, you're getting framed for crimes, so you need to stop that. And that requires you to interact with a guy named TK a lot. So the mission right now is that we're going to be Ну, в going общем-то, all нам the сейчас way over пересказывают to the основной сюжет casino, игры, and we need to потому then, что, как ни go странно, into в ране the tunnel. скипов This is the нет, mission that gives you tunnel за access. Also, исключением Casey's того, gonna что get out of the мы way. скипаем время. She's just body blocking us. She'll do that. It's RNG. We did save Seven her. Days And to also, Die, ну, survivors in this game are ребят, tanks. They will live там... almost forever. Там Больше вы немного не Lives то that вспомнили, die это alone. да. Dead Rising 1, they're Копатели immediately онлайн, gone. Dead Rising литерали. 2, they live forever. Это So чисто игрушка be такая, here for a да. while, actually. Это все равно, что Раст I see вспомнить, a там же company. тоже Also, зомби here's a minor когда-то trick. были. Let's see if I get it. Back 4 Blood, но It's это called moon шутер, jump. You can типа... jump off Причем ramps and плохой. jump really, Да, как и really Left high. От 4 Dead. разработчиков Valve. Have many uses, but it's good for Left avoiding 4 Dead хороший шутер про Left 4 зомби, Dead, кстати. All right, да, so we're gonna be grabbing хорош. the next Zombrex on the way. We're gonna be grabbing a lot of materials. Вот, to be able кстати, to touch видите, on уже this. 61 So, час. Matthew, would you like to explain Это what's going on автоматически with this one? скипнулось, столько часов. So we need to gather Zombrex. То есть мы вот так We вот are actually going to экономим. climb up onto this box and grab it. Это, Normally, знаете, that вот takes в 10 проблемах years первой to части-то было, почему ее как бы climb. так I don't know why, тяжело but воспринимали we люди just из-за gotta того, quickly что gather that Zombrex. And then the ограниченное next времени реально не давало людям Zombrex просто is веселиться, мол, ты casino. был вынужден весь этот сюжет, и там обычно люди делали сейв последние пару часов и веселились просто, А, открыв кстати, все. про зомби еще хорошая игра Stop the Zombie, но там прям Ну, там комедия, за комедия. зомби. Да, За за зомби, зомби. да. За зомби. Knowing the casinos is pretty important, especially in late game. Вот так еще. World War You know, it's Z. kind of nice to look at the various Это locations throughout the Это game. тоже шутанчик. As well, we're going to be там, entering a да, boss то fight and есть... immediately ignoring it because this game has a lot of optional psychopaths, boss fights, and this is Ted and Snowflake.
Snowflake gets to live forever because we're not going to interact with Snowflake. Были However, зубы. if I mess up here, Майнкрафт, Snowflake кстати, can тоже immediately вариант. try to kill me. So let's make this fast, shall we? As Nolly said, Стоп we're за going to be зомби. climbing this little Ну, staircase кстати, right here, and игр, there's где going to мы be two именно things за up here. It's зомби going to be играем, the Zombrex and the LMG. я знаю только одну, это стоп за зомби. I'm getting shot at and get hit. I'm actually going to skateboard off this, immediately turn, and I like to О, cut to взяли the right пулеметик. because that's going to avoid the most zombies. In case you're wondering as well, is there a good path to take? The path with the Снайпер least Элит, zombies. ох, чё If you're hitting вспомнили. 20 zombies, you're А, breaking это the которая часть с Ещё- зомбями, да? Да, это где Там такое. ответвление, где, да. Во Во Второй мировой, но против нас зомби. Call of Duty. They're always roughly the same upgrades, but they're cycled levels 2 through 10. So the thing is, I can get really lucky and I can get like stock and stock early, or I could never even see stock. That can happen. It В is нулевых, a 1 in десятых 5 годах chance of много happening. It's incredibly unlucky. всяких игр по зомби Anyway, I do have a выходило, save о here, которых just никто in не case, вспомнит. but we shouldn't need it. Ну, Но там была дорога на Try, Фиджерис we're Грин, finally как-то dealing так with называлась, THQ игра про зомби. Start things Вот не off, вспомню ее I'm название, но там going от to the первого left, лица so I тоже don't fall сюжетное I'm going to the right, this guy's gonna shoot me. I'm now going to call him the skull with 3 bullets each. That was 5. This is much better than just blank shooting because there's kind of a weird bit of invulnerability they get. But hey, look, 3 dudes are dead. What's going to happen now? I'm going to chase after with a motorcycle. I want to make sure I don't go too fast. If you go too fast, they'll throw things at you, and that slows you down, and you'll be slow enough not to catch this. Сейчас мы едем на определенной скорости, чтобы не быть слишком быстрыми, но и не отставать от поезда, потому что если будем слишком быстрыми, в нас кинут вещи, вот мы видели сейчас, вот они кидаются и могут попасть в нас, если будем слишком быстро ехать. О, он долетел, отлично. Follow the damn train, CJ. Сейчас зачистка поезда с помощью автомата. Там пулемет целый. But it's just not optimal. One, because, I mean, guys are shooting at you. Two, there are a lot of objects that you can get caught on. If you do get shot too much, there is health items that are scattered throughout the train, and we are getting our first В общем-то, отмечаем, что по всему поезду разбросаны what? хилки, которые на самом деле еда. What did I didn't get stock or health. Oh my god, it wasn't worth it. Oh. I wonder what I got now. I don't even know. Well, it's a surprise now. Well, I hope it's good because it's not. Oh wait, is it message expired? Oh. Well, I don't know what I got. I didn't get anything good, so that's gonna be bad news for later. It should be fun. Right now, the last thing we're gonna be doing is we're gonna be grabbing a shotgun on the way back because we're gonna be going back to give Katie her Zombrex because she needs her Zombrex every day. So we're doing that. Kung Fu, how about a few donations? Yeah, absolutely. They are coming in. Also, you know, we're getting really close. Ну вот мы едем сейчас отдать Зомбрекс нашей дочурке. Ну, я не помню, кстати, кем она нам приходится, но вроде дочь. Да, дочь. Там вначале упоминалось. Мы сейчас обменяли одну доску для скейтбординга на дробовик. It's been a great time watching the Dead Rising 2 grind. This one's for the rats. Hey. We also have some, wait, there's one that I really liked. Okay, here we go. $50 from CC, who says, Chuck, you're supposed to be getting Katie her Zombrex, and instead you're drinking in your underwear. And don't give me that it's faster this way line again. И вот уже 49 часов, мы снова пропустили кучу времени. Also, we just passed a boss fight. That's the Brandon boss fight. It's optional in this game, so we're just gonna let him live his best life in the toilets. He's just living there. Normally you have to fight him, but we don't have to here because he's optional. There is a category called All Bosses that does happen, and it's pretty fun to watch. Pretty fun to run as well. But this is the regular time skip, so we're just kind of doing the story bosses and story characters. Which we will have some bosses. Сейчас скипнули какого-то босса, который опционален. Ну, мы пропускаем всех опциональных боссов, потому что в этой категории мы берем только с историю. То есть только боссы, которые нужны по истории, мы не можем пропустить. Так, ладно, сейчас я чай себе подолью. So I just had to donate to show my support. Shout out to Igdisis and the Dead Rising speedrun community. Let's get some hype going. Hey. Let's go. One more. All right, $50 from Germ Arat, who says, I remember my friend first showed me Dead Rising 2. Shout out to Gus, dude. All right, so we're gonna have a lot to talk about, and this is probably my favorite one, but first, Katie needs her Zombrex. There she is. Also, Katie's a gamer. She plays Mega Man. That just
she just does that in her spare time. You can also gift her to the tiger, which I guess world's greatest dad giving her a tiger. So now it's time for a run for the money. So any Dead Rising runner knows this. This is one of the worst cases because let me just break it down for you. There are 4 vaults we're going to have to go after. 3 of them are going to be standard gunfights. The 4th one's going to be taking out I'll call it a boss. It's like a giant van. Now the thing is, in Dead Rising 2 base, there's no checkpoints. So I had to make saves, which I do have safety saves here, luckily. Hopefully won't need them. But they have a lot of guns, and there's a lot of zombies, and there's a lot that can go wrong. So, И сейчас Раннер говорит о том, что у него уже готовы сейвы на всякий случай, потому что начинает самый сложный сегмент в ране, из-за того, что нам надо добыть в 3 последовательных местах. Вот, начинается кэш. И если мы провалимся хотя бы на одном из них, то вся секция умрет из-за того, что в игре нет чекпоинтов. Полноценно. I can be a little bit generous with my ammo. I will be healing after this, but what I'm gonna do is I'm using the LMG. I'm gonna take out. Oh wait, no. Oh my God, really? All right, so minor glitch that can happen. The drills sometimes just don't take damage. Oh my God. Вот сейчас случилась типичная ситуация. Дрель по каким-то причинам не получает урон. Remember, gun apparently does nothing. Hammer, everything. So that is drill number 1. Slightly awkward, and I do need to be careful. I do not want this board breaking just yet. And also, we are now safe for a bit. That's good. Now, I did not get stock. So what that means is this section is going to be a little bit tougher. If I had stock, I can get 3 skateboards. However, I do not have it. So luckily, with some rerouting, we're going to be able to play a little bit safe. Because these are going to be the final skateboard grabs. И сейчас мы, кстати, идем немного другим маршрутом относительно нормального спидрана. Потому что мы идем похилиться немножко и взять несколько других досок. На всякий случай. Anyway, I get 2 skateboards from there, and I have the shotgun. The shotgun's really going to come in handy in a moment, and you'll see why. Because shotgun will actually one-shot TK's goons. While trying to get the 3 bullets with the assault rifles are nice, it's much more convenient to just have 1 shot. However, I'm going to need this ammo to stretch for a while, and I'm going to need safety ammo as well. So what I've been doing lately is going to be this version. This case has been run through so many different times in so many different ways just because of all the goons here. As you saw, we actually had a bit of a risky area because I kind of got like turned around for some reason. So we're on the second one, which is going to be the Slot Ranch Casino. Slot Ranch is awkward because they kind of can perfectly hit you, and I'm going to dismount very early. The reason why is because the way the game functions is that it wants... do not do that too. Okay. That's good. Okay. Не очень хорошо пошло, не очень хорошо. The way the game works is... Also, let me... There he is. The game is going to prioritize whatever you were in before you got grabbed. So if you're on a skateboard and you get shots, even if you get knocked off the board, Chuck will just get back on the board. Sir? Okay, there we go. Chuck will just get back on the board, so they can kind of keep you in an infinite loop doing that, which is a little bit unfortunate. As well, looks like I almost took out this drill here. I'm using all these assault rifles to save on ammo. I'm going to drop this, and I'm just going to have Chuck just kill a handle of whiskey here. It's here. It's... Look at him go. Just a man running around Vegas in his underwear. Oh, Chuck. But I do want to make кажется, все идет довольно-таки хорошо. Хорошо. Ничего. Врезались. Забираем свой шотган, который кинем. However, we've been pretty good on that, so we're just gonna take it on the right. And now we're entering one of the harder parts. And this is actually where I made my safety save, because I had a practice run, and the game just crashed. Сейчас подбираемся к какой-то сложному моменту, поэтому у нас есть сейф, который ранее сделал, который можно будет загрузить, если... Ну, не лежит раны на ГДК, это классика. Да. All right, so Yucatan's hard for a few reasons. Mainly because the path that they can shoot is really, really far. So if you try coming on at a straight angle, what's going to happen is they will just shoot you almost infinitely, and they can keep that on. So I'm going to hide behind the slot machines, this one right here. Looks like they're aiming. By the way, they can hit you across the map. They just have the best guns in the world. That guy just lobbed a grenade. He's doing his... He might hit me. This is why we save shotgun ammo, which... Dude, what is that guy made out of? И враги почему-то не умирали.
We're getting a couple here. Also, they can also kill each other sometimes. Almost done. One more guy. This is why we don't have all the ammo. Good fight on Yucatan. Sweet. We're not quite done yet, though. Wait, where's all the camp? They blew them up. Oh my god. И он только что дробовиком уничтожил все кексики, которые должны были его похилить. Нормально. Так что не повезло. И классическая фраза, кстати, сейчас была I never see this before. Практически этого никогда раньше не случалось. There is actually a penalty for drinking too much alcohol in game, where I think if you drink like 3 in a row, Chuck will just start puking, which stuns you and takes a lot of time, so we don't want that. И сейчас Раннер говорит о том, что он не уверен, но вроде с 3 бутылок алкоголя главный герой начинает пьянеть, и его периодически станет. Он останавливается во время действий, поэтому не хотелось бы этого допускать. Из-за этого хилящий айтемы в виде алкоголя довольно-таки рискованная стратегия, из-за того, что он не помнит точное количество, которое вызывает этот эффект. Прям как в жизни. I mean, he took a random hot dog from like a counter in like an abandoned skate shop. Oh, it's a hot dog. Never mind. That's even better. All right, give me that. So we're gonna take the floor hot dog, and that's gonna be safe. What I'm gonna do is I'm gonna go right here, and we're gonna wait right by the sign. This is the current strat. We're just gonna gun it down. It's up to the kindness of TK's goons on how I'm gonna live. They seem to be getting me, which is why this case is so rough. If I'm getting stunned a lot, that's intended. Luckily, just the guy on the right, he has to reload. Ему сейчас не очень везет. Мы должны расстрелять вот эту вот машину издалека. Но, мне кажется, патронов на них хватило. Это самое сложное дело в игре, как он говорит. Сейф не потребовался, даже ран лежитом остается. И мы подходим, кстати, к заключительной части игры, потому что с этого момента дела начнутся такие короткие относительно. So the thing is, if I kept the skateboards the whole game, what would happen is eventually they'll break, I'll have to get more and more of them, and you know, that's not going to be very good for us. So what I'm going to do instead was, this was found when we actually ran another game called Dead Rising 2 Off the Record. It was found, I think, during the All Boss... Oh, wait, I need that. Give me that back. It was found during the All Bosses category that there is an item that you can use, a mixed drink called Quick Step, that allows you to run really fast, and it actually works indoors in addition. As well, the speed's gonna be about on par as skateboarding, and in this game, it's a little bit interesting. The magazine I just picked up is going to increase the mixed drink effect by ×2. Normally it lasts for 1 minute, now it lasts for 2 minutes. So, what I'm gonna be doing is just chaining this and making drinks when I can. We are going to need an LMG, which is why I dropped it, because you can only have 1 LMG at a time. My boarding is a little bit greedier than previously, because I don't need this board in a moment. The LMG И сейчас лезем, кстати, за ЛМГ. Но самое интересное, основной источник наших ресурсов в ране — это секретные места, где хранятся вот эти вот порции зомбрекса и так далее. Сейчас, кстати, Раннер говорил насчет некого квикстепа. Это, я так понимаю, быстрый разгон, быстрое залезание. Не совсем. Это сейчас сетап относительно будет, где он делает эффект напитка вместо 1 минуты в 2, и смешивая конкретные напитки, он получает эффект. То есть вот он сейчас в блендере их смешивает. Удивительная возможность, тоже утерянная технология древних цивилизаций и разработчиков, умеющих в оптимизацию. Почти все объекты здесь интерактивные, и вот он делает себе вот этот квикстеп, напиток. Все понял. И он ускорит наше движение. Ну, короче, бустер наделали. Да. И он настакает их так, чтобы эффект длился дольше. Вот. Шоу Бенни Хилла начинается, мы просто быстро бегаем. Это, кстати, одна из важных механик передвижения в All Bosses. И сделали это мы, потому что нас сейчас ждет что? Правильно, босс-файт.
Великий босс-файт. Да, босс за нами гонится, и если что, он очень больно бьет и опасен. Но поскольку у нас квикстеп, мы бегаем быстрее, чем он, и пытаемся зациклить одного из... Вот, зациклили, все. Изи. Вот таких вот психов, как называет игра, гораздо больше, но поскольку категория основная, все дела мы пропускаем самых интересных, по мне так. Так что, если хотите посмотреть, да, Алкейс, не Алкейс называется, Албоссес, там довольно-таки интересно. Ну или нарезка на ютубе. И вот, кстати, квикстепы, которые мы тут бросили, тоже с помощью технологий забытых цивилизаций остались на месте и никуда не исчезли. Мы их подбираем и просто бежим дальше. Типа без рофлов. Сейчас такое воспроизвести легко, но никто не делает. Некоторым разработчикам, наоборот, тяжело даже. И вот уже 25-й час. Каждый раз, когда вы видите вот этот вот огромный временной скачок, это связано с тем, что категория TimeSkip. В первой части такие клевые спидраны были. Человек стоит и на часы смотрит час, вот ровно час реального времени, чтобы продвинуться дальше. Они в масках сидят, потому что там у них оффлайн марафон. На оффлайн марафоне много людей, очень много. И все они из разных стран, поэтому Повышенная безопасность, плюс это требование еще остается в Штатах, где марафон проходит. Там все еще на крупных мероприятиях с большим скоплением людей должны сидеть в масках. Да, ну да. Как говорится, не то, что у нас. Ну, это сейчас, типа, там от рано зависит. То есть в самом начале зал был битком. Anyway, what would be the world's greatest dad? Kung Fu, do you have a couple of donations you'd like to read? Oh, I sure do. We have $25 from me, Jessica, who says, "Is this the same guy who defeated the boss with spit?" Big fan. It is. Yeah. Which we're going to talk more about that in a moment, which is going to be fun. Okay. Anyway, one more. Okay, perfect. $25 from Robust Laser, who says, "Always love some Dead Rising 2. Put this towards saving the zombies." That's an option, right? I mean, we haven't killed that many. Does that count? Yes. I count it. I count it. Yeah. Anyway, Katie has her medicine, which she does need every day. And now we're just going to zoom out of here. I always have to wonder how Katie feels about her dad and his various outfits just running and like... Because you can put on some real wacky outfits in Dead Rising. And like, Katie is just always just ready for the medicine. She just needs her Zombrex. Exactly. Now we're going to be going up to the safe house. This is going to be like a stakeout mission where you're going to find out TK's next move, and it's going to be a helicopter. So in this game, we're actually fighting a helicopter. It's a really difficult fight, actually, normally. However, we're going to be using a special tool that is going to allow us to get up to some shenanigans. Also, my quick step ran out, so I am actually just going to drink it right here. Also, he's lying. I saw no liquid pour out of that cup. He just like eats the cup. He's hungry. But I've opened an inventory slot with that quick step. We're going to be getting a little bit into awkward territory just because of the way this can go. 4-stock is not a kind place to put us, but we should be okay. Anyway, I really like that Kung Fu read out a donation talking about spit. The reason why is, well, last GDQ, we had a donation incentive, which was spitting on the final boss until he dies. It's fun, and while we don't get that exact thing, we are going to have something kind of fun with that. It's like, it's kind of weird that a lot of the Dead Rising games have to do with spits. I swear it's not intentional, it ends up just being faster sometimes. What we're going to be doing is we're going to be going to Ye Olde Toy Box. That is the name of the shop, and, you know, Dead Rising has a lot of different stores. It's kind of like indoor malls, stuff like that. You kind of get a lot of wacky weapons, and one of them is the toy spitball gun that just fires spitballs at people. So I'm assuming Chuck readied these himself. I don't know how he got 20 in there, but actually, is it worse if Chuck readies them himself, or would it be better if Взяли пушку, someone else packaged it with their own spit?
нужна нам будет, походу, для файта с I mean, боссом what if it's like a следующим. combine? What if they're prepackaged and he wanted it anyway? В чем суть их Double стрима? damage. Спидран. Ну, это Anyway, ежегодный we're gonna be introduced to this спидран-марафон. game's snipers. They're the Один из. militiamen. They are 4 guys scattered И, в across different roofs. общем, I'm just mentioning this because деньги they там immediately собираются go на live. It's kind of funny. You can благотворительность. see Big Earl over there. He's actually not the largest of his Врачи group. без He границ, just по-моему. called that. Да, летом это But врачи we're без gonna ignore 'em границ, 'cause by the time they're зимой coming back to фонд this по борьбе с plaza, they'll be раком. hitting their despawn point. Anyway, this is gonna be slightly awkward. I think I'm gonna actually play it safe. The reason I'm gonna do that is То because есть на I need to марафоне, get a gun. ну, So I'm разные gonna drink my спидраны quick sip slightly играю, early, even though I'll have less quick sip time, показывают. because I do not want to drink over here because I can get shot. Meanwhile, I'm gonna grab the handgun behind the counter, and we're gonna use this on TK's goon. It's gonna be a little bit harder, but we're gonna use power propane. That kills him. Oh, he got back up. Never mind. That explosion just like mildly tickled us back, apparently. Anyway, same thing with the looters. We're just gonna keep popping them. 3 shots usually does it. This game actually has headshots pretty rewarding. The LMG would be nice here. I don't have it, but don't worry, we're getting ready for this boss. Now, the В helicopter общем-то, boss, like, продолжается you стрельба guns, по and if you головам, don't have потому any что guns, 3 you just выстрела в throw голову weapons on it, you do убивают. damage. Now, the throw Не weapons, ваншот, you но have to все же. lower the helicopter, and you have to throw things. It's a long process. It's gonna weave in and out, and we're not gonna do that. I'm gonna spit on it. И So да, spitball guns just да, destroy это all guns. босс-вертолет! Босс-вертолет. Босс-вертолет! We're just gonna use this. Это так I gotta be careful not to miss any неожиданно! because I missed too Ну, many. я говорил, Вертолет, типа, вертолет. босс-вертолет по-любому должен быть. Типа, Ну, это комиссия по боссам-вертолетам, это серьезно. Вот в 2006, дефис 2014, я думаю, даже все еще существовала эта комиссия и отвечала за количество боссов-вертолетов в играх. Мол, вы обязаны быстро хотя бы бег — одного сделать. это баф специальный, который мы намешали, Варили, да. да, в блендере. Там Thank you. пиво плюс вино, по-моему. Не надо рассказывать рецепты внутриигровых, да, напитков, Ну а то How? Кукустас придет и объяснит нам уже, как эти рецепты делаются. From what I can tell, I got health. I don't know what the other upgrade was. Милкшейки. I don't have any stock. Я гарантирую, если бы эта игра выходила в этом году, он бы делал этот ягодный смузи. Ягодный смузи. Anyway, this point Да. of the game. Лавандовый раф. Okay. We're not totally doomed. С какой-то там шоколадной пенкой или что там. Ну, что-нибудь в этом роде, да, почти 100%. Еще вейп надо обязательно курить вейп. Ну, его основная проблема была бы в том, что у него украли этот электросамокат. Да, украли электросамокат, и при этом, короче, дочки бы не было. Стой. Не было бы дочки, у него был бы электросамокат, которому он должен был бы искать аккумуляторы. Да, и параллельно с этим он должен был оплатить оплату в универе, типа, но это он не может, типа, поэтому... Да, и поэтому он решил бы грабить со своей... Ну, стоп, мы сюжет Saints Row пересказываем, черт. Черт. Блин, все придумали до нас. Да. Крутая банда. И это был бы не он, а она с бородой Так, тихо. Хотим остаться на Твиче. It sounds like an Irish bar that you'd go to or like a pub. It's like a nightclub. Вызов Кукуста. But the upside of that nightclub is they just have a bunch of orange juice in there. Вызов Кукустаса — это призыв к спидрану Red Alliance. Или какого-нибудь квейки с распышкой. В общем-то, продолжаем. Как говорится, только кто-то начинает обсуждать девок с бородой, но когда я... Which I don't know how that is, but it makes you fast, apparently, according to this game. We're also going to need a weapon for this boss fight coming up, because we're hitting one of В общем-то, сейчас мы побежим за оружием для следующего босс-файта, потому что там есть две ключевых проблемы. Первая — это то, что босс-файт не очень приятный, а второе — без оружия с ним очень сложно. Поэтому С любым боссом все по классике, да. без оружия сложно. Снова закидываем. Квикстеп, рецепт. НГ плюс, ну, New Game и New Game плюс. Режим в New Game плюс там, скорее всего... Ну, открыто все, и лазерный меч есть, и все В такое. общем, дополнительные возможности, скажем так, с прошлого. Ну, там и ХП больше. Очень. И мы по маршруту гораздо меньше ограничены. Из-за того, что у нас по маршруту-то не надо собирать оружие. У нас сколько там?
с десяток слотов лишних, которые вот в этом спидране мы реально занимаемся менеджментом и так далее, а в НГ плюс ты затарил все квикстепом и дробовиками с пулеметами и полетел. А тут надо и дощечки найти место, и квикстепу место найти, и дробовик поднять, и что-то выкинуть по пути, и где-то что-то выпить, потому что оптимизация раута строится на том, что мы здесь можем сделать квикстеп, например. Так что... Блин, ну реально утерянные технологии, что типа ты выкидываешь предмет, и он сохраняется через голову, получается, да? И вот главный тролль, кстати, самое важное, это сержант наш. Он тролль, потому что он имеет два состояния. Первое — это овощ, в котором он получает все пули и катается. А второе состояние — он выстреливает нас обойму, и мы умираем. Но пока что он застрял в анимации пинка по нам. Так Вообще что этим на он пинок. хорошо впитывает. Да, да. Вот, он если начнет стрелять, то будет неприятно. Да, все, замечательно. Окей. Очень хорошо прошло. Насчет, кстати, сохранения через главу не уверен, но в рамках одного дела это 100% сохраняется. То есть, Ну вот. Окей, Окей, забираем Ребекку и быстро ножками бежим. И чтоб нам не страдать, мы просто берем. И как вы помните, если вы дважды нажмете кнопку, у вас увеличится скорость. Он просто жмет кнопку газа второй раз и все. Кстати, важный момент, я не помню. Я говорил, что нажать кнопку газа второй раз, это означает нажать кнопку газа на клавиатуре и на геймпаде. То есть он одновременно Нет, ты не нажимает говорил. и там, и там. Ну вот, а то я просто сказал, если второй раз нажать кнопку газа, я только сейчас это понял, что ускориться Ну, условия 3 раза после это этого. надо, не знаю, Еще один импульс сделать, да. третью руку надо. Этот парень явно игру несколько раз проходил. Да Да нет, нет, это не, первый это первый раз прохождение, играет, да. да. Казуальненько, видите, как бежит. $50 from Texan Red Wolf, who says, "Here's that 50 I promised for getting snowmobiles first try." Good luck, Ek, on Dead Rising 2. Ну там, да, ограничения, но если как бы, на клавиатуре и на геймпаде одновременно нажимаете 2 раза газ, то $50 from the sound defense. тачка who says, быстрее едет. "Is a hot dog a sandwich? It is if you eat it from the top the way Chuck does." Good luck, Ek Dices. А чё он ее несет? У нее ножки подвернулись или что? Да, она ножку Let's do повредила. $25 from Ой, Hudson, who бедняжка. says, "Let's go, Ek Dices. Always good to see my guys smashing it." Shout out to the Dead Rising community too. All right. So earlier I said quick SUVs in the safe house. The zombies have broken into the safe house. It's no longer safe. Now it's just the house. So what's going to happen is zombies are here. And Nally, would you like to take over for this section? Sure. So we're in the not safe house. Знаете, It was спидранера very safe сидит house. We've been here Ребекка. a couple of times before, but now Почти, there's почти. zombies everywhere. Возможно. What we need to do is Вот здесь, close the кстати, doors so по that they stop основному the прохождению, entering по идее, the должны safe всем house. этим людям We need to read помогать, the doors that are убить scattered всех throughout the зомби, area. чтобы никто The не only problem погиб, is, if дабы we добиться get хорошей bombarded by zombies, we slow концовки. down to our Ой, мы normal спидранеры, walking какая or running хорошая speed. концовка. Да, кого Что спасать, ты зачем. ругаешься? Хочу заметить, кстати, если мы достаточно быстро все сделаем, да, и пробежим, мы успеем спасти часть народа до того, как они погибнут. Ну, Это как самое говорится, главное. это просто побочный результат. Да, случайность во время прохождения. Это как в спидранах почти никогда ничего не идет на Первый раз хорошую только концовку, потому что это дольше. предупреждение, в следующий раз будет выговор, а в последний раз будут санкции, как говорится. This mission has a problem in that once you get to the end, it's going to hold you still for about like 20 seconds. Yeah. It's long. You have to like hack the panel and А, do в this. общем, нам Use надо a spool of wire, дверь a закрыть, generator, похоже, and да? an oil tank. Или чё? You can see it's running out there, and yeah, we're just gonna Не, нам надо admire завестись. while we, just mash Это through this. важно. Funny enough, you don't have to kill the zombies. Да, They да, да, just, чтобы like, дверь вот fade закрылась, мы away заводим from генератор, как видишь. А зомби такие, ну блин, мы не Ну, хотим дверь им закрыть. мешать. We got $50 Да, from и Cam такой 181 who says, тын-тын-тын-тын-тын-тын. "Orange juice and
coffee creamer sounds like a good way to move fast. Оп. You'll be running straight to the restroom. Loving the red Сейфхаус kick обезопасен, как business. видите. И все We've кто also выжил, те got, выжил. we've got Нормально. $25 some cinnamon Мы, кстати, roll. пропускаем кнопку Speak, хочу заметить. Мы нажимаем Continue, чтобы не жать лишних кнопочек, и скипаем все заставки ужаснейшие. All right, so now we're on 7-2, the only lead. At this point, there's a... I'm not going to say it, but there's an infiltrator inside the safe house. Почему его зомби не трогают? Потому что у игры очень дружелюбное отношение к игроку. Это все равно, что Туманы в Dark Souls, когда вы взаимодействуете с некоторыми объектами. Зомби как бы вас не трогают, но потому что... Ну, это довольно глупо, когда игра заставляет тебя заниматься какой-то глупой активностью по открытию дверей, и тебя в этот момент кто-то бьет. Player-friendly, можно сказать. Да, то есть такое небольшой кусочек безопасности. Coffee, the next blender we're going to is in Slot Ranch. I want to give credit to Pokesell for this one because he just realized that there was a blender there. Плюс мы быстро двигаемся, зомбари просто не успевают с нашей скоростью что-то нам сделать. The only downside is this is gonna sound weird. This is the hardest blender in the game. There's one guy who really wants to be a part of the show, I guess. So we don't want that happening. What we're going to be doing instead is we're just going to hope that he doesn't bug us while we make these drinks. Also, I'm going to pre-gather the ingredients, so I'm going to cut over to the right. Сейчас будем еще коктейли наводить, но на этот раз чуть-чуть сложно, потому что враги прямо здесь находятся, и убивать их слишком долго. Хотя... Окей. Забайтили. See, you think that's blood? No, it's just pizza. All right, we got all the quick steps. That was pretty nice. I didn't get grabbed. As well, the assault rifle. I actually didn't talk about this with the Boykin fight, but I made sure that I didn't use the last shotgun shell, because while I actually could have killed him, I needed the assault rifle, because if I didn't do that, it would teleport me away from it, and I'd have to do a walk of shame back. This is going to be much nicer, because we're going to be having an upcoming boss fight. I call it that because the game calls it a boss. Is it a boss? Up to you to decide. I think it's the Двигаемся к еще одному босс-файту. Босс-файт в кавычках, потому что... Сейчас увидим. Definitely my favorite boss for sure. For some reason, you just can't enter it. It's slippery. I mean, I guess his hands are covered in like expired hot dogs, orange juice, coffee creamer, so maybe they are slippery. All right, so my quick step should be running out in one moment here, and these gas zombies actually aren't going to bug me, which is nice. Actually, when's my quick step running out? Like, when did I take it? What? Oh, there it is. Okay, I was like, it's lasting a surprising amount of time. So before I get to the danger, I'm going to drink it outside. Like I said, these guys are kind of attracted to that door, so we're going to ignore them. Now, credits to В общем-то, сейчас, да, квикстеп, открываем дверь сюжетную, и сейчас начнется такая сложная часть, потому что тут будет довольно-таки много зомби, куча врагов, которые по нам стреляют, но мы просто по лестничке поднимаемся и все. Apparently, I just never knew. And the thing is, it turned one of the hardest sections of the game into a cakewalk. Это у них онлайн. Раннер, кстати, сейчас сказал прикольную историю о том, что он кто-то или он, или кто-то его знакомых не знал, что там есть лестница, и считал эту секцию нереально сложной. Все. А мы ее прошли. Найс. Босс-файт в кавычках. Реально. Ну вот сейчас, да, начнется посерьезнее. Да, это оффлайн-марафон, но как бы трансляция... Смешанный тип. Смешанный. В 19-20 году, когда карантин был жесткий, вообще был full онлайн. Там даже ведущие, по-моему, были тоже онлайн. Now this got more fun because I realized there's a shotgun over in the Yucatan. So, by combining that idea, I just started grabbing the one in the Yucatan, and Окей, now схватили нас. Yucatan, and now it's like minutes faster than the old route because we don't need to get those sniper rifles. We are approaching the final boss of the game, though. Сейчас ранее рассказывает о том, что немного переделали раут, раньше ходили за снайперкой, а потом, по-моему, он
осознал, что здесь есть дробовик. В общем, мы его сейчас поднимем, и он нам понадобится в следующем файте. Which, spoilers, is a speedrun you wait for 2 hours. I got world record in that game recently because I owned a Series X. It just paid for it because console gaming is fun, isn't it? Also, I'm low on health right now, and I probably get a heal up soon with the quick step. But if you would like to be some donations, please do. Еще хочу заметить важный момент в том, что снайперская винтовка это более безопасный вариант прохождения этого босса из-за того, что вы находитесь в месте, в котором по вам попасть вообще невозможно и какой-либо урон нанести со снайперской. Так что новая стратегия немного такая. Ну, ранее сказал, там больше минуты, по-моему. Экономит это. Ну, если ты выживешь. Да. Хотя, возможно, кстати, я давно не смотрел апдейт. Возможно, нашли место для дробовика и все такое. Потому что боссы не то чтобы сложные в спидране, их хорошо манипится игра. Потому что у них есть четкая логика поведения, о боже мой, прописанная, как такое возможно. Ой, ужас, ересь какая-то. Да, бред какой-то. He just looks like him, but also I don't know what he sounds like or anything. But yeah, Sullivan's the traitor. He's meant to be like the tough guy, and now he doesn't like Chuck. I'm not Сейчас sure нам... right here. Actually, О, он сохранился. Ух ты. Ну все. Вот вам, пожалуйста, доказательство того, насколько это опасный босс. Sullivan doesn't have any Zombrex. I mean, we don't either, but Sullivan definitely doesn't. Maybe we can find some. He's not going to give her his Zombrex. So, we're now going to be running to the final boss. Like I said earlier, Ага, все, двигаемся к финальному боссу уже, получается. The quick step should last us the whole way. Ideally, this quick step will last me Кстати, в самом начале ранее говорил, у нас вот всякие на рацию звонки приходят, но мы их игнорируем. Там что-то тоже звонят, но это нас не интересует. Which it's kind of funny as well, because I talked about Dead Rising 2, Dead Rising 1, and Dead Rising 2 off the record, but they're really different runs with a lot of different things. So if you run off the record, you don't do half the stuff. And the reason why I want to mention that is just because I'm really proud of the way Dead Rising 2 has evolved over the past year. Зачем нам сюжет? Last year I mentioned it got on backup, Действительно. and in that past year alone, so much has evolved with this. We have this new final boss. У нас есть восхитительная стрелка, ведущая нас к цели. I can't believe it. They're there the whole time. But I'm just really proud of the Dead Rising community and how far we've come through all this. Ну, мы, кстати, почти финал игры достигли. Тут 100% Estimate лодки. Там Estimate... час. Блин, а где Estimate? Час 20 видел. Так, нам срочно нужна скамочка. Stat prediction. What? You give him a hand. Oh. Okay, $5 from Miku Sauce, who says, happy to see Ecdysis and Nally Q at GDQ repping the horror game or horror stream community. Chug all those drinks and let's bring Katie home. Так, чат, кто любит скамочки, пожалуйста. Там скамочку добавил. Да-да-да, на пару минут. Тем более он финального. Жесть. Уф, куда бы закинуть свои пузырики? Поставлю, наверное, на красный. Так, мы снова сохранились. Больше сохранений, это важно. Это как бы говорит, на что надо ставить. Вот уже и получили урон. Да, я думаю, что это же ГДК, это же... Не можем же мы взять и умереть. Ребят, это же ГДК. Проносимся сквозь зомбарей, разносим, отталкиваем, что-нибудь толпятся. Окей, босс-файт. О, да. Оу, Хорошее начало, хорошее начало. Ой, ой, это что, ракета? Тихо. Ой, это что, еще прилетело?
Okay, let's get back up there. Все хорошо, мы сейчас вернемся, все будет нормально. Понятно, понятно. Опять заскамили. Ща мы его зациклим. А, опять на пиночек. Ой, ой, это что, снова нет хп? Ой, это что, динамит рядом? Успеет ли он? Ой, он еще жив. Живет пока. Он только что динамитную шашку поймал около себя. Все хорошо, цикл пошел. Как только его хп закончится, будет время. Найс. Поздравляю, Не умер. поздравляю. Мои 5000